Всем известная корпорация Philip Morris в конце прошлого века выпустила отчет, в котором настаивала, что ее продукция полезна для государства, способствуя выполнению крайне важных его финансовых обязательств перед гражданами. Эффект был настолько шокирующим, что об этом предпочитают не говорить. Что же это за обязательства? Внимание! Правильный ответ. Речь идет о выплате пенсий. Смертность от курения растет, и пенсионные фонды сильно экономят. Но стоит ли говорить о такой экономии? Много лет назад советские специалисты жаловались на проблему, возникшую с массовым выпуском «Жигулей копейки». Итальянцы сделали машину так, что все ее компоненты работают 10 лет и рассыпаются сразу. Надо покупать новую. Но кто у нас выбросит десятилетнюю машину? Ищут запчасти, а их нет. Думали, что и не надо. Итальянцы все хорошо продумали. Это СССР не совсем понял, что покупает, но этого скорее и следовало ожидать. А вот такая сложная машина, как человек, подобными свойствами не наделена в принципе. Отдельные системы организма портятся и выходят из строя с непредсказуемой скоростью, и приходится жить с тем, что осталось, а порой это тяжко и больно. В природе все проще. Зверь, потерявший зубы, просто умрет голодной смертью, и никому его не жалко. У слона не 2 комплекта зубов, как у нас, а 6. Очередной комплект стирается, новый вырастает. Но когда стираются последние зубы, питание слона ухудшается. Сначала он пытается есть ветки помягче, однако скоро и это не выходит. И он умирает от голода. Стоматологов у них нет. У людей так не получается. Помните, мы говорили о том, что антрополог Маргарет Мид считала символом начала цивилизации древнего человека с заросшим переломом бедра? Он бы точно умер, если бы ему не помогали товарищи по племени. Мид сказала, помогать другому человеку во время трудного периода – это тот поступок, с которого начинается цивилизация. Но как ему помочь? У людей тоже хватало печального опыта в решении этого невеселого вопроса, даже в достаточно гуманные времена античности. Скажем, на греческом острове Кеос было принято в обязательном порядке по достижении 60 лет угощать стариков чашей цикуты, смертельного яда. Кстати, не считайте, что это такие уже дела давно минувших дней. Фильм «Легенда о Нараяме», получивший в 1983 году «Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля, рассказывает о горной деревне в Японии, где дети были обязаны относить на собственной спине в корзинах своих родителей, доживших до 70 в горы, на голодную смерть. Время действия фильма – XIX век. А вот римляне старых и больных рабов даже освобождали. Вывозили на посвященный Эскулапу остров Тиберина, в самый центр города. И пусть живут там как хотят, если получится выжить без еды. Рабы могли просить милостыню у паломников в святилище Эскулапа, но это была капля в море, и они достаточно быстро умирали голодными, но свободными. Вот такая гуманность. Все же такая безжалостность не в человеческой природе. И старики, о которых соглашались заботиться их дети, могли прожить довольно долго. Это был еще один стимул к семейной жизни, не пропавший и сейчас. Позаботься о детях, а потом и они о тебе позаботятся. Это их дело. И никто даже не думал о том, что общество должно тоже поддерживать стариков. Мол, есть кому. Пожалуй, первым государством, которое предоставило хотя бы части своего населения пенсионное обеспечение, оказался все-таки Древний Рим. Привел это благородное дело в стройную систему, лично прославленный не только этим Гай Юлий Цезарь. Объектом его заботы стала крайне необходимая империи завоевателей прослойка населения – римские легионеры. Служба в легионах была тяжелая, все свое оружие и снаряжение они таскали на собственном горбу, за что и получили 2 прозвища – мулы и варикозусы, страдающие расширением вен. Могли ли они обогатиться, грабя побежденных? Явно не все, и уж точно не всегда. А служить они должны были 25 лет, от звонка до звонка. Прикиньте сами, каково им было после армии.
Чтобы избежать дезертирства с такого места работы и уклонения от службы, Цезарь узаконил щедрое обеспечение тех, кто без больших нарушений честно оттрубил этот срок. Во-первых, им сразу вручались немалые денежки. Зарплата за 12 лет беспорочной службы. Даже сейчас в Японии пенсионерам тоже не платят ежемесячно, а выдают большую сумму единовременно. Но еще более существенным было то, что, помимо этих денег, легионер получал хороший участок земли в собственность. Цезарь помещал их на землю, то есть делал помещиками, так же, как русские цари со своим служилым людом много позже. Только цари так поступали исключительно с офицерским составом, а Цезарь одаривал всех легионеров до единого. Поселения легионеров порой становились большими городами. Типичный пример – Флоренция, поначалу поселок ветеранов. Более того, так образовалась целая страна. Одержав тяжелую победу над воинственной Дакией, Троян обратил ее всю в армейский пенсионный фонд. Потомки римских пенсионеров заселили Молдову с Румынией и до сих пор говорят на ломаной латыни. Многие римские лайфхаки средневековая Европа забыла. Но в XV веке, в царствование Людовика XI, слово «пенсия» появилось в официальных документах французского двора. Вот только получал эту пенсию отнюдь не старик и не бедняк. Более того, даже не француз. Так обозначили регулярную выплату камергеру английского двора Гастингсу, по сути, просто взятку. С тех пор слово «пенсия» часто означало вовсе не то, что нам привычно, просто постоянную, порой пожизненную выплату человеку, которого пожелал наградить монарх. Иногда это была выплата иностранным вельможам, которые делали что-то для монарха выгодное, чаще всего продавали интересы своей державы щедрым соседям. Не больно похвастаешься таким доходом. В золотые времена французского абсолютизма самыми частыми пенсионерами были угодившие королю деятели искусства. Людовика XIV за щедрость в их раздаче даже называли «король-кормилец». Платили их не всегда пожилым. Молоденькая вдова поэта Скарна тоже получала пенсию. Потом король вообще на ней женился, но это уже совершенно другая история. По-иному почти как Цезарь поступил министр Людовика XIV Кольбер, ввел выплаты для нужных стране до зареза военных моряков, и за 2 года их количество в стране увеличилось в 5. Распространил это новшество и на российских военных моряков Петр I, внеся соответствующие пункты в утвержденный в 1720 году морской устав, чтоб все ревнивее к службе поступали. Однако всеобщая государственная пенсионная система дожидалась своего появления еще очень долго, почти до конца XIX века. Она появилась в Германской империи, существовавшей к тому времени менее 20 лет, и завершила карьеру первого ее канцлера Отто фон Бисмарка, который покинул свой пост в 1890 году, всего за год до ее утверждения. Лебединая песня, так сказать. Бисмарком двигала достаточно простая логика. Влияние социал-демократов в Германии в то время было достаточно велико. На родине Маркса и Энгельса это неудивительно. Они требовали больше заботиться о трудящихся, и именно их оппонент Бисмарк показал пример настоящей заботы. Многие пророчили реформам Бисмарка неудачу, мол, и денег не хватит, и в учете запутаются. Ну, чтобы запутаться в учете, нужен какой-то другой народ. Немцы для такого не годятся. Да и денег потребовалось не так уж много. Пенсию начинали платить в 70 лет, а средняя продолжительность жизни в Германии была 45 лет. Тогда даже нехорошо шутили, что это пенсии для покойников. К тому же деньги платили небольшие. Средняя пенсия составляла 152 марки в год, примерно 1/7 средней годовой зарплаты. Но немногие дожившие все-таки стали ее получать. В 1916 году пенсионный возраст даже снизили до 65 лет, и своих политических целей ушедший на пенсию железный канцлер достиг, многие поминали его добром. Не приходится сомневаться, что идея Бисмарка была удачной. В противном случае ее не поддержали бы так быстро и так массово. Дания последовала примеру Германии всего через 2 года. Кстати, сейчас у датчан самая высокая пенсия в мире.
Великобритания в 1906 году, Франция в 1910. В 1898 году пенсии ввела Новая Зеландия. Традиционно индивидуалистская Америка держалась долго, но в 1935 году, после Великой депрессии, ввели пенсии и они. В Латинской Америке первой страной, принявшей такое решение, была Чили в 1928 году, а в традиционно многодетных Азии и Африке ее внедрили существенно позже. В Японии лишь в 1942 году, а в Китае всеобщего пенсионного обеспечения и сейчас нет. Пенсионная система Бисмарка была, по сути, распределительной, неким пактом поколений. Ныне работающие отдавали часть доходов, чтобы платить пенсионерам, рассчитывая, что при достижении пенсионного возраста помогут и им тоже. Сейчас в той или иной пропорции внедряется накопительная система. Тебе платят пенсию за счет уплаченных тобой ранее взносов. Но пенсия создает не меньше проблем, чем решает, например, с пенсионным возрастом. Отдельный человек заинтересован в том, чтобы выйти на пенсию пораньше, и пенсионный возраст часто понижали не только в Германии. А как насчет общества? Низкий пенсионный возраст в лучшем случае сделает пенсии ничтожными, в худшем приведет страну к банкротству. Не стоит забывать, что пенсионеров много, и они усердно ходят на выборы. Ущемить их интересы достаточно опасно. А инфляция есть практически везде, и пенсии становятся все меньше. В той же Дании еще в 1922 году пенсии начали автоматически корректировать с учетом инфляции. Сейчас это делают многие, но размером этой коррекции недоволен ни один пенсионер. А медицина достигла многого, и продолжительность жизни почти всюду существенно больше, чем в бисмарковской Германии. Более того, она растет. Люди могут работать дольше, чем прежде, логично повышать пенсионный возраст, но кому это понравится? В итоге во многих странах все меньше работающих приходится на одного неработающего. Чем это кончится? Что еще, несомненно, делает пенсия, так это понижает рождаемость в странах, где она существует. Статистика доказывает это совершенно неумолимо, и всем понятно почему. Пока это может быть даже полезным. Детская смертность падает, и пора уже думать, как бороться с перенаселением. Но не слишком ли силен этот регулятор? Не обезлюдеет ли страна? Некоторые договорились даже до того, что пенсии уничтожают благополучные страны. Думаю, что это перегиб, просто не надо очень усердствовать. Правильно говорил один из 7 афинских мудрецов. Мера главная. Но эту идею Бисмарка отменить уже никто не позволит. Просто есть ряд вопросов, которые железный канцлер не решил. Нам придется делать это самим. Немного интересных фактов о пенсионерах. В 1900 году группа пенсионеров из Майами, США, сама попросила президента США понизить им пенсию. Откуда такой альтруизм? Да все просто. Повышение пенсии настолько увеличило их доход, что им уже не полагалось бесплатное лечение. А медицина в США дорогущая. Лет 90 назад один американский журналист выиграл пари, собрав кучу подписей уважаемых в обществе людей под петицией о назначении пенсии вдове неизвестного солдата. Памятник ему есть и в США. И никто ведь не спросил, кому эту пенсию платить. В 90-х Билл Клинтон, приехав в Москву, получил телеграмму от екатеринбургского пенсионера. Мол, пенсии не платят 3-й месяц. Скажите Ельцину, ведь вы его увидите, а мне это никак. Японцы недавно выяснили, что более 250 000 японских долгожителей на самом деле давно мертвы. Родственники просто скрыли их смерть, чтобы продолжать получать их пенсию. Если вам понравился наш рассказ, ставьте лайк и подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые захватывающие истории. Пишите свое мнение в комментариях и обязательно нажмите на колокольчик, чтобы первыми узнавать о выходе наших видео. Спасибо за просмотр и до встречи в новых выпусках.